Добрый день, друзья! Сегодня покажу все 3 орхидеи, которые ко мне пришли в посылке из Санкт-Петербурга. Для них специально создан плейлист. Мы наблюдаем за ними с момента их распаковки. Одна из орхидей пересажена, одна находится в том горшке, в котором мне ее и прислали, а третья с большими проблемами, покажу отдельно. Недавно показывала пересадку этой орхидеи, но видео вышло настолько позже этой пересадки, что могу сказать, орхидея находится в этом горшке уже целый месяц. От шеи растут великолепные корни, листик подрастила. Ну и в горшке видно тоже, что корни растут. Немного желтеет листик, но так и должно быть. Старый лист. Растит орхидея новые листья. Обратите внимание, что новые листья растут значительно меньше, чем старые. Потому что орхидея себя обновляет. И как всегда растит сначала листья поменьше, потом все больше, больше и больше. А старые листья она отсушивает. Это у нас орхидея номер 1. Мы их будем называть по пересадкам. Давайте вот эта орхидея у нас будет номер 2. Я ее не пересаживала. Только поливаю чистой водой по краю горшка. Но посмотрите, как она активно стала растить корни в горшке. И растить корни от шеи, причем со всех сторон. Видно, что растут новые корешки. Немного потерпим, пусть эти корешки станут чуть-чуть еще длиннее, сантиметров 7-10, и тогда обязательно сделаем пересадку. Но она тоже растит листья, и обратите внимание, что тоже листья чуть меньше ее старых листьев, которые были при покупке. Но эти все 3 орхидеи были утомленные солнцем, их обожгли. И третья орхидея тоже. Сейчас я уберу эти 2 и покажу вам третью. Я еще до отпуска знала, что у нее будет очень большая проблема. И сейчас объясню, почему я так думала. А теперь давайте посмотрим на этот ужас и кошмар. Эта орхидея вроде бы сначала начала растить корни в горшке, но буквально через месяц рост прекратился, и она остановилась. Начал расти листик новый, он тоже остановился в росте. И засох один старый лист. Я его сняла и увидела ужас и кошмар. Здесь появится фотография, что же я там рассмотрела. Посмотрите внимательно на фото. Внизу у основания есть тонкое фиолетовое кольцо и небольшое пятно. И это наверняка фузариоз. Вот поэтому она перестала расти, перестала растить корни. Почему так случилось? Фузариоз очень сложное заболевание, его сложно лечить. И даже чаще всего фузариоз, если он прогрессирует в орхидее уже очень сильно, то справиться с ним невозможно. А бывает так, что купили вроде здоровую орхидею. Вот мне прислали тоже, казалось бы, но обожженная солнцем. Но орхидея здоровая. Но фузариоз может проявиться и через год, и даже больше. Сколько простояла эта орхидея, какой у нее возраст, я не знаю. Но я увидела это фузариозное кольцо. И по этому кольцу сразу обработала фундазолом, разведенным до кашицы сметаны. Но не помогло. Тем более, что почти 20 дней меня не было дома. Приехала, вроде орхидея еще в зеленом состоянии. Но то ли мы стали передвигаться по комнате, задвигался воздух. Не знаю, с чем это связано, но за последние 5 дней
пошло вот такое моментальное резкое пожелтение листьев. Но это не с листьями связано. Сейчас я вам поверну эту орхидею, и вам будет понятно, что вот здесь процесс гниения, он продолжается. Никуда он не исчез. Это все идет изнутри, а туда мы, к сожалению, проникнуть никак не можем. То есть вот это коварное заболевание губит орхидею. Что я на данный момент хочу сделать? Я хочу убрать эти все листья и убрать само основание орхидеи. Вот видите, даже здесь, вот он маленький был корень, он сначала начал расти, а потом даже остановил свой рост. Вот когда я сейчас буду убирать листья, вы поймете, что происходит внутри орхидеи. Она будет внутри гнилая и влажная. Листья я тоже хочу убирать сразу в полиэтиленовый пакет. Лист пополам. Вот, снимая каждый лист, мы сейчас с вами будем рассматривать основание орхидеи. Вот видите, что происходит? Вот такие усыхания. И бороться с ними невозможно в наших условиях. Нет таких лекарств, которые могут спасти от такой гнили. Смотрим дальше. Вот снимаем следующее, а здесь все такое гнилое и влажное. Даже снимать не буду дальше. Ага. Здесь так красиво не снимешь. Ну, в общем-то, пока я буду снимать. Следующий лист. То же самое. Вот это пятно. Так что разбирать, спасать бесполезно. Если я оставлю вот этот маленький листик, а здесь, да, он уже тоже шатается, а здесь есть фузариозная гниль, этот лист, да, он уже и желтеть начал, краснеть, его тоже спасти невозможно. Удаляем всю эту гнилую часть. Вот еще раз вам показываю, какая гниль. Какая гниль на листьях. Отрезанную часть основания орхидеи я сейчас тоже обработаю разбавленным до кашицы фундазолом. Но не все так печально. Я была крайне удивлена, что эта орхидея, погибая, дает жизнь новому маленькому росточку. Помните, я недавно рассказывала, что основная орхидея-мать может передать такому росточку свое заболевание. Да, может. Но когда мы видим зарождение жизни, Юля, не надо, то все-таки попробуем, Юлечка, попробуем вырастить эту кроху. А потом вырастет она, погибнет или не погибнет. Вот тогда мы будем делать эти выводы. Еще раз. Или придем к выводу, что все орхидеи погибают, если они уже больны фузариозом. Или же придем к выводу, что удалив вот эту часть, я ее сейчас еще больше обрежу и намажу фундазолом. Удалив вот эту часть, все-таки, может быть, мы купировали заболевание. Думала, что не буду показывать, но все-таки решила показать. Я обрезала всю верхнюю часть, даже там, где мазала фундазолом. И вот это основание
вот эту часть. То есть там, где было фузариозное кольцо, я все отрезала. И вот эту часть я сейчас намажу фондазолом. Сможет у нас выжить вот эта крошка, эта малышка, или нет? Поживем, увидим. Сёма, а ты ходишь туда-сюда, да? Ну, пришел бы уже. Так. Сёмочка. Так, все, уходим. Здесь фондазол, уходим. Быстро уходим. Вода. Ну как развести? Потому что не все понимают, что такое густота сметаны. Смотрим, наблюдаем, что у нас с вами получится. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Что, Сёмочка, тебя прогнали? Ну, что делать? Жалуйся. Нельзя туда. Туда нельзя. Там опасно.